Миллионы долларов во имя добра. Сколько и куда жертвуют участники BTS. Привет, ARMY и все, кто любит хорошую музыку. Прямо сейчас, в 2026, весь мир замер в ожидании грандиозного камбэка и нового мирового тура BTS после того, как все 7 парней с честью завершили свою военную службу. Мы знаем их как королей чартов и обладателей миллиардов прослушиваний. Но за блеском софитов скрывается то, что делает этих парней по-настоящему великими, их феноменальная, часто совершенно секретная благотворительность. Знаете ли вы, что в конце прошлого года правительство Южной Кореи официально признало BTS национальным достоянием, вручив им высшую президентскую награду за вклад в развитие культуры благотворительности? Парни отдают миллионы долларов туда, где это действительно нужно, от детских онкоцентров до спасения исторических артефактов и помощи пострадавшим от катастроф. Сегодня мы разберем до мельчайших деталей, сколько именно денег пожертвовал каждый участник BTS к 2026 году, какие фонды они поддерживают и почему их благотворительность часто раскрывается случайно. Досмотрите до конца, финальные цифры вас точно удивят. Поехали! Прежде чем перейти к личным историям каждого участника, давайте вспомним, с чего все начиналось. Благотворительность была в ДНК группы с самого дебюта. Еще в 2014 году, будучи совсем небогатыми новичками, парни тайно пожертвовали 100 миллионов вон семьям погибших в страшной трагедии с паромом «Севоль», когда сами едва сводили концы с концами. Но по-настоящему планетарный масштаб их филантропия приобрела с запуском глобальной кампании «Love Myself» совместно с ЮНИЦЕФ. Цель – защита детей и подростков от насилия и поддержка ментального здоровья. По последним официальным отчетам, эта кампания привлекла уже более 9,2 миллиарда вон, свыше 6,3 миллиона долларов США. Программа охватила 155 стран и помогла более чем 100 миллионам молодых людей. Именно за этот колоссальный системный вклад группа и получила президентскую грамоту на церемонии Korea Good Donation Awards. И, конечно, в истории навсегда останется июнь 2020 года. Разгар движения Black Lives Matter, BTS переводит ровно $1 миллион против расовой дискриминации, и тут произошло невероятное. Фандом ARMY объявил масштабный сбор под хэштегом Match in the Army, и менее чем за 24 часа фанаты собрали еще $1 миллион, повторив жест своих кумиров. А уже в 2026 году ARMY подтвердили статус самой мощной силы, собрав за считанные дни десятки тысяч долларов для глобального образовательного фонда FIFA и Global Citizen. Вот она, сила правильного примера. Переходим к лидеру – Ким Намджун или RM. Его благотворительность полностью отражает его личность. Это глубокий интеллектуальный вклад в культуру и умы людей. РМ на протяжении нескольких лет переводит по 100 миллионов вон фонду зарубежного корейского культурного наследия. Благодаря его личным средствам эксперты смогли отреставрировать уникальные артефакты времен династии Чосон, находившиеся в музеях. В частности, было спасено от разрушения традиционное свадебное платье принцессы. На один из своих дней рождения РМ перевел 100 миллионов вон школе Seoul Samsun, чтобы дети с нарушениями слуха могли получать качественное музыкальное и танцевальное образование через специальные тактильные методики. Также он регулярно спонсирует Национальный музей современного искусства, чтобы тот издал редкие, уже распроданные книги по искусству и бесплатно рассылал их в школьные библиотеки отдаленных регионов страны. РМ инвестирует в будущее нации, в ее культуру. Старший участник группы Ким Сокджин или Джин долгое время доказывал, добрые дела любят тишину. Долгое время никто и не подозревал, какими суммами оперирует артист. Еще в 2019 году ЮНИСЕФ Кореи объявил, что Джин официально вошел в ЮНИСЕФ Honors Club, элитный клуб спонсоров, чьи пожертвования превысили 100 миллионов вон. Оказалось, что Джин каждый месяц тайно перечислял огромные суммы в фонд, начиная еще с 2018 года, и просил агентства не афишировать это. Кроме того, Джин активно поддерживает медицину и социальные программы. Из его недавних крупных жестов он пожертвовал 100 миллионов вон медицинскому колледжу Университета Корё на лечение пациентов с редкими заболеваниями в развивающихся странах. А на один из своих дней рождения он перевел еще 100 миллионов вон Обществу социальной помощи Намгванг для поддержки детей-сирот и запуска программ самостоятельности для подростков, покидающих детские дома.
Джин верит, что базовая медицинская помощь и поддержка на старте жизни должны быть доступны каждому. Мин Юнги, известный как Шуга или Агуст Ди, рэпер, продюсер и человек с огромным сердцем. Шуга – один из самых щедрых благотворителей в индустрии. Начнем с истории, которая растрогала всех до слез еще в начале карьеры. На одном из фан-митингов Юнги пообещал фанатам, что когда заработает много денег, купит им первоклассного корейского мраморного мяса. На свой 25-й день рождения он выполнил обещание, закупил говядину высшего качества и отправил ее в 39 детских приютов от имени Арми. Юнги регулярно переводит по 100 миллионов вон больницам своего родного города Тегу для лечения детей с онкологией, помогал жертвам землетрясений в Турции и Сирии, а также лесных пожаров в Корее. Но настоящий шок общественность испытала, когда Шуга совершил поистине исторический жест. Он пожертвовал невероятные 5 миллиардов вон, около 3,6 миллиона долларов США, больнице Северанс при университете Йонсе. Эти деньги пошли на создание специализированного центра для подростков с аутизмом, включая уникальные программы спортивной и баскетбольной терапии. Это одно из крупнейших единовременных пожертвований от поп-артиста в истории Южной Кореи. Если Шуга делает ставку на масштабные медицинские центры, то Чон Хасок, наш Джей Хоуп, сосредоточен на адресной помощи детям и их образовании. Он является ключевым меценатом фонда Child Fund Korea и входит в Green Nobel Club. К сегодняшнему дню его суммарные пожертвования только в этот фонд превысили 1 миллиард вон. Деньги Хасока идут на разные важные цели. На его родине, в Кванджу, он полностью покрывает стипендии для талантливых учеников из малообеспеченных семей в своей родной школе Кукче. Он также полностью профинансировал создание специального центра помощи детям, пострадавшим от насилия в Танзании. В начале 2026 года в честь своего дня рождения Джей Хоуп перевел еще 350 миллионов вон. Из них 200 миллионов пошли детской больнице медицинского центра Асан на улучшение палат и психологическую терапию детей, а остальная часть – на стипендии и поддержку приютов для бездомных животных. Джей Хоуп полностью оправдывает свое имя. Он дарит надежду. Пак Чимин – человек невероятной эмпатии. Главная цель Чимина – сделать так, чтобы ни один ребенок не бросил учебу из-за бедности родителей. Многие годы Чимин тихо поддерживал свою родную школу в Пусане, оплачивая выпускную форму для всех учеников. Затем он переключился на региональный уровень. Он пожертвовал по 100 миллионов вон управлением образования Пусана, провинции Чоланамдо и Кённам. Деньги идут в фонды будущего образования для закупки учебников, парт и выплату стипендий для детей из семей в кризисных ситуациях. Также Чимин перечислил 100 миллионов вон фонду Ротари для закупки вакцин против полиомиелита. Но самая поразительная история случилась во время его службы в армии. Корейские СМИ случайно узнали, что Чимин тайно перевел 100 миллионов вон пожарному департаменту провинции Кёнбук. Эти деньги были целевыми. Они предназначались для закупки снаряжения и поддержки пожарных, которые вручную, рискуя жизнями, тушили тяжелейшие лесные пожары. Чимин сделал это без единого пресс-релиза. Младшие участники Ви и Чонгук закрывают наш список, но масштаб их добрых дел поражает воображение. Ким Тэхён или Ви часто участвует в благотворительности через искусство и моду. Поклонники постоянно видят его в дизайнерских вещах или аксессуарах от брендов вроде Merrimont, которые отдают всю прибыль женщинам, пострадавшим от военных конфликтов. Кроме того, Тэхён регулярно делает крупные непубличные пожертвования на медицинские исследования в области детских заболеваний. Благодаря его влиянию фан-базы Ви по всему миру строят школы, высаживают леса и помогают приютам для животных от его имени. А теперь золотой Макне Чон Чонгук. Он совершил невероятное личное пожертвование, переведя 1 миллиард вон детской больнице Сеульского национального университета. Макне попросил направить эти деньги на оплату сложнейших операций для детей из малообеспеченных семей и на развитие центра комплексной опеки, чтобы родители могли находиться рядом с больными малышами. Но Чонгук пошел еще дальше. Во время масштабных лесных пожаров в Южной Корее он выделил еще 1 миллиард вон и поступил очень мудро. Он разделил сумму ровно пополам, 500 миллионов пошли на прямую помощь пострадавшим семьям, потерявшим жилье, а вторые 500 миллионов – лично пожарным и спасателям, работавшим на передовой борьбы со стихией. Если попытаться сложить все публичные и случайно раскрытые пожертвования BTS к 2026 году, мы получим
астрономическую сумму, превышающую $25 миллионов США. И это без учета тех сотен миллионов, которые жертвует фандом ARMY по всему миру, вдохновляясь своими кумирами. BTS доказали всему миру, быть суперзвездой – это не про дорогие машины, частные самолеты и строчки в Billboard. Быть суперзвездой – это иметь возможность изменить мир к лучшему и протянуть руку помощи тем, кто слабее. Они учат нас любить себя, но что еще важнее, они учат нас делиться этой любовью с миром. Какая история пожертвований тронула вас больше всего? Пишите в комментариях, давайте обсудим. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые подробные разборы из мира кей-поп.